Всем привет! Вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. В этом видео вы узнаете, как создать шов в программе Substance Painter. Но перед началом урока не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. А теперь начнем. Открою Substance Painter, создам проект, выберу разрешение текстур, модель для примера, подготовлю сцену. Добавлю тень. Включу антиалиасинг. Если вы не видели ролик про Substance для начинающих, обязательно посмотрите. Далее запеку карты. Выберу разрешение для этих карт. Включу паддинг и поставлю здесь галку. Также более подробно по запеканию карт вы сможете посмотреть на этом канале. Добавлю любой материал ткани, например этот. Уменьшу его размер. Теперь приступлю к созданию швов. Покажу два варианта. Это ручное создание и автоматическое. Начну с ручного. Создам новый Fill Layer. Добавлю к нему черную маску и к маске создам Paint. В Substance есть различные варианты стежков. Их можно найти в кистях, или в альфа. Я буду использовать из альфа. Нажму на него два раза. Стандартная кисть заменилась на эту альфу. И рисует неравномерно. Исправим. Нажму на Follow Path On. Проверю. Увеличу спейсинг, это расстояние между швов. Если снова переключить Path на Off, то видим, что стежки создаются не так, как нам надо. Опять переключим на On. С помощью функции Lazy Mouse можно рисовать равномерно, без дергания. Далее можно увеличить height материала шва. Более подробно про текстурные карты вы сможете посмотреть у меня на канале. Добавлю фильтр. Выберу Sharpen. Он придаст более четкое изображение шва. Создам тень для стежков. Скопирую этот материал, переименую. Сделаю его темным. Добавлю новый фильтр.
и выберу Blur – размытие. Теперь основной шов поставлю выше тени. Посмотрим разницу с тенью и без. Объединю их в одну папку. Также вы можете менять силу тени. Отключу видимость и приступлю ко второму способу создания швов. Это автоматически. Создам новый слой. К нему добавлю черную маску. Добавлю генератор на маску. И в генераторе выберу Auto Stitchers. Также можно увеличить хейт. Здесь выбрать их наложение. Менять их настройки. Как видим, AutoShove имеет не такую детализацию, как предыдущая альфа. Всем спасибо, что смотрели этот урок. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, а также поддержать канал донатом. Ссылки в описании. Всем пока!